Всем привет. Сегодня у нас расклад, что тебя в любви ждет. И если ты хочешь расклады не про любовь, не про вот это вот скучное, заходи в закрытые расклады. Самопознание, самореализация, психология — это все в закрытых раскладах. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии. Они более интересны. На уровне, если на Бусти, то на уровне эзотерическая библиотека. Итак, ссылку я оставлю тебе в описании, а там уж сама решай, нужно тебе самопознание, самореализация, психология, эзотерика или нет, или про любовь. Итак, давайте начнем про любовь наш расклад. Единички. Напомню, для тех, кто там не увидел, это расклад для тех, кто пока одинок. Если у тебя есть пара, есть мужик рядом лежит, пукает, это не твой расклад. Итак, почему тебе не везет в любви-то? А потому что ты себя в тюрьму посадила. То есть, даже по-другому скажу, ты сама себе тюрьму строишь. Вот прямо сейчас у тебя в голове такие вот засовы на эмоциях висят, что даже дышать невозможно как. Ты настолько вот сильно засела в своих страхах, вот эти вот косяки прошлые, предательство, даже у тебя стереотип в голове есть. Все мужики козлы. Я надеюсь, что я это вырежу. То, что я чихнул. Извините. То есть ты засела в своих страхах. Что реальность вообще мимо проходит. Твои фантазии все про катастрофу. И самое плохое, ты еще и добавила туда маниакальную любовь к стабильности. Типа, знаешь, вот, нет, я на свидание с тем мужиком не пойду, вдруг он работу непостоянную имеет. Или, а квартира у него своя есть? А как он вообще с деньгами обращается? И вот это вот у тебя все крутится, вертится, шар голубой. Ну, ты же не на собеседование его зовешь в банк, а просто кофе попить. Пока ты будешь выставлять вот эти безумные требования, как королева на троне, мол, я и так самодостаточна, мне никто не нужен, то ты профукаешь всех адекватных мужиков. А потом, лет в 60-70, всех мужиков разобрали. И мужики же не телепаты, чтобы сквозь твой панцирь страхов и вот этого снобизма пробиться к тебе. Пока ты вот эти вот занавески не снимешь и не разрешишь себе хотя бы попробовать кому-то довериться, то так и будешь сидеть в этом уютном болотце из одиночества. Даже комар-павлик к тебе не подлетает больше. Что ждет тебя в любви? Знаешь, сейчас ты вот знаешь, как вот объяснить? Боишься. Боишься взять в руки новое. Понимаешь? Ты все копишь, контролируешь, страхуешься. Вот и в любви так же. Но если ты перестанешь душить каждое отношение в зародыше из-за твоих, а вдруг он меня бросит, а вдруг он меня обманет, а вдруг это, а вдруг то ждет тебя медленный, но верный, как говорится, пипец, если ты это не выкинешь из головы. И когда ты это проработаешь, вот эти свои страхи, это не будет взрывом страсти или там сказка про Золушку и 7 козлят. Зато будет реальный шанс построить что-то прочное. Ты разрешишь себе не бежать от каждого.
ну, кто интерес к тебе проявляет. Дашь человеку время показать себя. Перестанешь выискивать подвох в каждом слове. А то ты же как, приходишь на свидание, если вообще приходишь, и думаешь, он, наверное, женат, ему просто нужен компот. Вот когда ты перестанешь, как говорится, в голове вот это крутить, тогда у тебя будет все хорошо, пока не торопи события. И не жди, что через неделю он тебе кольцо купит. Понимаешь? Какой совет тебе, зная все это? Ну, знаешь, хватит ночами в потолок плевать. Потому что ты ночью представляешь, как тебя все бросят. Потому что 90% твоих кошмаров — это чистой воды паранойя. Ты ж сама создаешь вот эти ужасы в своей голове, а потом ты удивляешься, почему все по твоим сценариям идет, как говорится, к чертям. Но мы же сами влияем. О чем думаешь, то и приходит. Поэтому просто выдохни. Вот прямо сейчас закрой глаза и скажи: «Я боюсь, было больно, да, но это не значит, что так всегда будет и все меня обманут». А потом начинай действовать как победительница. Не как жертва, которая шарахается от каждого там сайта знакомств, а как женщина, которая знает себе цену. Иди ты на эти свидания, разреши себе флиртовать, а то ты себя уже, как говорится, закопала уже. Перестань проверять каждого мужика на детекторе лжи. И увидишь, как ты перестанешь ждать подвоха. Мир тогда тебе конкретных сюрпризов подкинь. Хороших, я имею в виду. А тот сразу со своим сарказмом я влезу. И время пройдет, ты будешь просто смеяться над своими страхами. А подружки позеленеют от твоей любимой любовной истории. Главное в твоем случае — это поверить, что ты достойна нормальных отношений, а не только мусора, понимаешь? Которого сама же к себе и притягиваешь своим вот этим жертвенно-страдальческим настроем. Вот выкинь эту чушь из головы и вперед иди, потому что там тебя триумф ждет. Давайте перейдем ко второму варианту. Почему сейчас двоечкам не везет в любви? Тут, знаешь, отшельника и башни я даже не знаю вообще трактовать, не трактовать, так все понятно. Ушла домой, вернее, заперлась дома в четырех стенах и сидишь. Тихо-тихо, чтобы как мышка-нарушка, как сивка без бурки. Даже в соцсетях ты сидишь тихо-тихо в своей вот этой скорлупке. Потому что что? Потому что все люди тебя пугают. Это не просто полоса невезения. Ты сама создаешь ситуацию, где все мужики от тебя шарахаются. Потому что от тебя вот воняет вот этим «не трогайте меня, и я в домике». Знаешь, что самое грустное? Ты даже не пытаешься разобраться, почему так происходит. Вместо этого ты накручиваешь себя по полной. Все козлы, любовь — это боль, лучше одной, чем с кем попало, твои любимые фразочки. А эти установки как динамит. Они взрывают любую возможность познакомиться с нормальным человеком, причем еще до того, как ты ему улыбнешься. Твоя голова забита какашками, страхами из прошлого. И ты до сих пор не оправилась от той ситуации, когда тебя кинули или предали. Но это ж было 100 лет назад. Пока ты будешь таскать этот якорь за собой, ничего не изменится. Твоя текущая тактика — это игнорировать реальность. Я не в этой реальности. И надеяться, что принц сам в дверь постучит и принесет тебе кольцо с алмазом, с бриллиантом и прочими штуками, но такого не будет. И даже
если такое случится, вот просто вот сейчас хоп, и стук в дверь. И там стоит принц и протягивает тебе кольцо и 500 эскимо. А ты скажешь: нет, ты явно что-то задумал. Хотя вот она, твоя мечта. И выгонишь его. Так вот, пока ты голову из песка не вытащишь и не перестанешь видеть во всех мужиках врагов, так и будешь ночами сериалы смотреть с кошкой на коленях. А я даже тебе враг, потому что у тебя ты меня смотришь, да, ты меня смотришь, чтобы не появилась в раскладе, если б меня не смотрела, но ты меня хаешь. Дед это, дед то, потому что в твоей голове все мужики враги. Что тебя в любви ждет? Ну, знаешь, ждет тебя не просто романтика, а прям вот настоящий эмоциональный ураган. Потому что ты человек встретишь, который сначала покажется тебе идеальным, да, там он будет уверенный, энергичный, с искоркой в глазах, прям не мужик, а настоящий дед. И вот этот мужчина, он будет окружать тебя вниманием. Таскать на свидание в неожиданные места, да, вообще вести себя так, как будто ты центр его вселенной. Но тут будь осторожна. Как только ты расслабишься и верить начнешь, что это надолго, все поменяется резко. Он станет холодным, отстраненным, вообще исчезнет даже с радаров на некоторое время. И дело не в том, что он козел, нет. Просто он из тех, кто быстро загорается и также быстро остывает. И вот этот роман, он будет для тебя уроком. Не вешайся на первого встречного, даже если он тебе кажется сказочным принцем из сказки «Сивка-бурка». Вещая-каурка. Блин, я не могу, почему я его везде уже сую? Сивка, сивка, бурка-бурка. Вот, ты развернешься и уйдешь. Ты поймешь, что готова ты на большее, чем просто мимолетные интрижки. И уйдешь не потому, что он плохой, да, а потому что ты перерастешь вот эти поверхностные отношения, то есть без глубины. А вот главный плюс, после вот этого опыта ты четко осознаешь, чего ты на самом деле хочешь, и перестанешь размениваться на тех, кто не соответствует твоим запросам. Больно, но необходимо. Как этот от бешенства мне уколы делали. Ну, меня собака покусала. Вот больно было, но необходимо. Вот. Какой тебе совет, зная все это? Ну, знаешь, ухо востро держи и перестань вести себя как девочка, которая боится уронить свою корону. Тебе сейчас нужно не ныть про несчастную любовь, а взять жизнь за яйца, извини меня за выражение, и навести порядок в своей голове. Первое, это, конечно, хватит метаться между вот этим «хочу отношений, боюсь сближаться», «хочу отношений, боюсь сближаться». Это твои качели персональные. Либо ты открываешься людям и принимаешь риски, либо сидишь на жопе ровно и не жалуйся, что все мимо мужики проходят. Учись фильтровать. Это второе, что нужно делать. То есть тех, кто тебе, как сказать, нравится. Твоя ошибка в том, что ты либо слишком жесткая, либо слишком наивна. У тебя нет вот этой вот середины. Начни замечать не только громкие слова, но и поступки. Если мужик месяц пишет: ты такая классная, доброе утро, но ни разу не пригласил на кофе, это не кандидат. Это время твоего затрата. Прекрати сравнивать новых мужиков с бывшими. Ты это делаешь. Еще как делаешь. Потому что другие они, вот я даже не знаю, как тебе это сказать, что они другие. Вот прям хочется тебе вот приготовить вкусного леща, пожарить так с этим, как называется, ну, когда мукой посыпают. И вот как тебе его преподнести вкусно-вкусно. Потому что ты свой прошлый опыт суешь в новые отношения. А прошлый опыт — это, ну, вообще не помощник.
Это как если бы я тебе сказал: да ты одинаков, ты как все. Приятно? Нет. И неправда даже, не то что неприятно, даже неправда. Каждый человек, он индивидуален. Поэтому слушай свою интуицию и страху не давай руководить твоими решениями, как ты это делаешь, во всяком случае, до сегодняшнего дня. И если чувствуешь, что ты начинаешь влюбляться, не беги впереди паровоза и не беги там ему сразу носки стирать. Дай отношениям постепенно развиваться. Без истерик, без требований, без вот этого «определись мы кто друг к другу». Любовь — это же не контроль, это доверие. Поэтому расслабляешь булочки и перестаешь себя накручивать, и просто разреши жизни удивить тебя. Не знаешь, как проработать эти страхи? Приходи в проживание арканов в императрице, ты это проработаешь. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки. Почему сейчас не везет в любви? Ну, знаешь, ты сражаешься, вот я бы сказал, с самой собой, с ветряными мельницами. А потом ты удивляешься, почему вокруг одни обломки. Ты знаешь, ты сейчас в таком режиме, вот все мужики для тебя враги. И любое знакомство превращается в поле боя, в попытку задавить мужчину. И интеллектуально неважно. Ты заранее готова к бою. Как говорится, врубаешься с кулаками на ровном месте. И считаешь, что все хотят тебя использовать. И это не интуиция, нет. Это, знаешь, это паранойя. Плюс ко всему ты мечешься вечно, как угорело. Сегодня тебе подавай красавчика-бизнесмена, завтра ты готова бежать за рокером, который весь в татушках. Послезавтра вообще решаешь, что монастырь — это твой самый любимый путь. Ты знаешь, ты ни одному варианту не даешь шанса, потому что в твоей голове уже есть готовый сценарий провала. Ты не выбираешь. Ты прям доказываешь и себе, и миру, что ты достойна только идеала, но при этом ты сама не веришь, что он существует. И получается, ты то защищаешься от тех, кто мог бы быть нормальным, то, как говорится, лепишься к тем, кто тебя точно не оценит, просто чтобы проверить. Но тебе нужно перестать быть этим командиром в своей личной жизни. Никто на тебя не нападает, просто расслабься, выдохни и перестань размахивать, как говорится, кулаками при виде любого ухажера. Что в любви ждет? Ну, знаешь, вот у тебя сейчас любовь такая, как вот инвестировать во что-то. Чем больше вложишь сил, тем круче будет, как говорится, профит. Это не про то, что нужно там сразу бежать на сайты знакомств или часами губы красить перед зеркалом. Нет. Знаешь, все проще. Ты начнешь собирать себя по кусочкам, как вот пазл. Сначала займешься тем, что давно откладывала. Например, там деньги подтянешь, да, финансы свои. Сменишь платьишко на какой-нибудь, джинсы на платьишко, например. Понимаешь? Запишись на курсы на какие-нибудь. И вот в этот момент, когда ты перестанешь бегать за отношениями, как голодный за котлетой, вот все само приплывет. Ты встретишь человека, который будет рядом не потому, что ты ему надо, да, а потому что ты станешь тем самым целым человеком, с которым хочется жизнь делить. Это не будет взрыв страсти, нет, и сказка не будет про Золушку. Это будет вот такое тихое, уверенное чувство, где вы оба знаете цену как себе, так и друг другу. Главное, вот дай себе время на эту перезагрузку.
Событий не торопи, не вскакивай с дивана при первом же привет в каких-нибудь сайтах знакомств. Твой будущий мужчина, он появится именно тогда, когда ты перестанешь метаться между отчаянием и истерикой. И он будет твоим отражением. Таким же спокойным, таким же уверенным, таким же знающим себе цену. Какой совет, зная все это? Ну знаешь, хватит ныть. Хватит ныть и ждать принца на белом Мерседесе. Бери свою жизнь в руки так, что как будто вот это твой личный бизнес-план. И начни с денег. Подумай, как доход свой увеличить, даже если это будет какая-то копеечная подработка. Квартиру убери, выкинь хлам, купи каких-нибудь пару крутых вещей, которые тебе настроение поднимут. Понимаешь? Прическу смени. Белье новое купи вместо растянутых спортивных твоих штанов. Это не про то, чтобы быть красивой для мужиков. Нет, это про то, чтобы почувствовать себя бомбой без какого-либо одобрения со стороны мужчин. И когда ты начнешь выбирать мужика, то включай голову, а не эмоции. На пустые обещания не ведись. На взгляды «Ой, как у плохого мальчика, мне нравятся такие». Вот ты так делаешь. Или история еще. «Я несчастный, спаси меня». И у тебя включается эта спасательница. Твой мужик, он должен быть таким же адекватным, как и ты. Без истерик, с четкими целями, с умением решать проблемы, а не создавать их. И никаких кредитов ему на бизнес. И переездов через неделю знакомства тоже никаких. Любовь — это же, не лотерея, это осознанный выбор двух взрослых людей. Если он не соответствует, сразу в черный список, без всяких сожалений. А что я тебе тут скажу? Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, дед всегда рядом.